Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог, в котором я с вами сделаю распаковку и обзор швейной машинки. Необычной швейной машинки, и кто-то может даже скажет, что это не машинка швейная, а игрушка. Отчасти это так и есть, но я считаю, что если гаджет, который шьет, делает строчку, может прошить две и более ткани между собой, вполне может называться швейной машинкой. Она ко мне пришла не новая, в ней есть нюансы, но она настолько меня поразила, что я не могла не записать и не поделиться с вами этим видео, рассказать свои эмоции, свои впечатления и также поделиться инсайдами, которые я для себя открыла. Я шью с детства, но у меня никогда не было именно детской швейной машинки. Я всегда шила на маминой, на бабушкиной, а также в школьном возрасте я уже уверенно шила на промышленных швейных машинках у мамы на работе. Сейчас мне 38 годиков, и мне очень нравится то, что я держу в руках. На самом деле она очень милая, хороший пластик, качественный. Также вот по инсайдам, которые я для себя открыла, я прям приятно удивлена, и дальше вы поймете почему. Ну, конечно же, первым делом я рассматриваю ее как швейную машинку, поэтому открываю отсек. Здесь я вижу горизонтальный челнок, естественно, он пластиковый, но тем не менее. Кстати, это не какая-то просто машинка, это фирменная швейная машинка от фирмы Metal под брендом Барби. Вот здесь такая защита, она снимается как впереди, так и сзади на защелках. То есть для удобства заправки она снимается и затем назад устанавливается, защелкивается, и это, конечно же, безопасность. Также вверху, вот вы видите, поднимается вот такой штифт, это для катушки побольше. Сейчас я поставлю это назад. Вот так эта конструкция выглядит. И сзади вот так поднимается лапка. На передней панели это не просто такие точечки, это прям дырочки, в которые можно вставлять разные аксессуары к Барби. Также внизу отсек для 4 батареек, обычные пальчиковые. И, кстати, забегая наперед, именно они и сбили меня с толку, чему я была очень удивлена. Здесь не хватает у меня, вы видите, двух ножек. Ну, это не принципиально. Значит, тут еще я смотрю, что есть. Можно наматывать шпульку. В этой модели у меня педали нет. Она работает только от кнопки. Также дополнительный отсек для каких-то мелочей. У меня получилось в комплекте две шпульки. Не знаю, сколько идет в новой. Ну вот одна у меня была вверху, и вторая вот тут в отсеке. Вот она. Кстати, палочку, которая была сзади, я ее сняла и сразу не разобралась, для чего она, но позже покажу. Я все-таки разобралась, и это прикольно. Ну а сейчас я хочу вам показать сравнение в размере этой машинки и моей, на которой я, собственно говоря, работаю практически каждый день. Также покажу размеры. Ну, вот здесь примерно 24 сантиметра на 21. Ну, вот такая крошечка. Также покажу в сравнении с моей промышленной швейной машинкой, хотя моя бытовая также по размерам схожа с промышленной. Ну вот, смотрите, как большая катушка ниток выглядит в сравнении с этой машинкой. С одной стороны, да, она маленькая и крошечная, с другой стороны, по высоте она вполне себе приличная швейная машинка. Также покажу ее вес. Кстати, когда ее взвешивала, в ней внутри были батарейки. Вот так я ее поставлю. Ну вот, вы видите, практически 1 килограмм 200 грамм.
Кстати, чтобы разобраться, что это за палочка, естественно, я полезла в интернет искать такую машинку новую, чтобы там была инструкция. В общем, новых я купить их не нашла. Нашла несколько сайтов, где они были, но уже их нет в наличии. Но там я подсмотрела, что же это за палочка. Оказывается, все очень просто. Это вешалка. Ну, разве не прелесть? Не знаю, как по мне, очень мило и продумано. Все-таки такая вот, казалось бы, мелочь, но когда она есть, и хорошо. Здесь у меня, так как я вам говорила, что у меня она бэушная, здесь не хватает держателя. Но опять же, на ходовые характеристики это никак не влияет. Ну а если есть желание это исправить, то вполне себе любыми подручными средствами, вот, например, обычная трубочка для напитков вполне сюда подходит по размеру. Ну, либо же можно взять, сейчас еще покажу. Сначала я подумала о палочке для суши, но она слишком большого размера. А вот шпажка, такая тоже вот, да, деревянная, отлично подошла. Можно немножко ее, например, краской покрасить, да, вот в цвет. А можно и так оставить, оно, в принципе, сзади. И вот, смотрите, можно меньше укоротить. Ну, в общем, сейчас сделаем поменьше. Вот так. И все. Прекрасно держится, все ровно, все отлично. А сейчас у вас есть уникальная возможность рассмотреть эту швейную машинку изнутри. Конечно же, расскажу и объясню, почему же я ее разбирала. Хотя, кстати, почему это уникальная возможность, так как компания-производитель, фирма Metal на своем официальном сайте заявляет, что эта машинка не разборная. И это правильно, так как она предназначена для детей, и она не должна разбираться легко и просто. Забегая наперед, скажу, что пришлось прям помучиться, чтобы ее разобрать. И на самом деле там достаточно большое количество разных креплений, также хорошего качества 8 болтов, но которые еще, как говорится, нужно уметь найти, чтобы их раскрутить. Все сделано правильно, чтобы никакой ребенок не смог, ну, чтобы была безопасность. Обратите внимание, сколько смазки. У меня было достаточное количество разных швейных машин, и такое количество смазки на самом деле не во всех производителях взрослых швейных машин есть. Ну а тут в детской есть. И это не может не радовать. Вот так выглядит намотка шпульки. Вот такой моторчик. И вот эти провода, тут батарейки. И вот давайте так, для самых-самых внимательных и тех, кто разбирается. Почему же я разобрала эту машинку? Что не так? Ну, а на самом деле все просто. Я вытащила батарейки, вставила ее в сеть, и она что? И она не работает. Я думала, ну а изначально, когда она пришла, я ее включила в сеть, она работала. И я очень долго разбиралась, в чем причина. Неужели я ее там спалила, поломала, сгорел мотор и все такое, но нет. Нет, все оказалось очень и очень просто. Просто производитель слишком хорошо заботится о детях, делает все для детей, как говорится, и для безопасности, и для спокойствия родителей. И меня это действительно очень приятно удивило. Но чтобы не быть голословным, сейчас я это все соберу и вам очень наглядно покажу, как же это все устроено. Итак, собрана машинка полностью. Также в ней стоят батарейки внутри, и она включена в сеть. Вот ее блочок, горит лампочка, вот она подсоединена. И теперь слушаем. В жизни она работает тише, так как на видео вы слышали оригинальный звук без микрофона. Сейчас отсоединила от сети и слушаем. Теперь я убираю штекер, вот я его вынимаю и включаю. Смотрите, ничего не происходит, швейная машинка не работает.
Возвращаю штекер без сети. Вот вы видите, да? И мы снова видим, что машинка прекрасно работает. Ну а вывод здесь один. Производитель просто побеспокоился о безопасности. Купила бы ли я такую машинку своей дочке, внучке, если бы она проявляла интерес к творчеству? Конечно же, да. Радуйте своих близких, своих родных, если у них есть такое желание. И на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также, если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.